Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на неделю. Неделя с 15 по 21 июня. Давайте посмотрим, что ожидает вас и какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это расклад, в котором вы можете поставить какой-то лайк, сообщение ваше, соответственно. Я буду знать, что не зря это видео записала, соответственно. Также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Кто еще этого не сделал, тоже буду очень признательна. Более того, сейчас я еще запустила акцию касательно разбора даты рождения, нумерологического разбора даты рождения через призму Таро. Посмотреть, что ваши цифры, в вашей дате рождения, соответственно, вам несут в вашей жизни, какие события они вам сулят. Кому интересно, читайте условия акции в описании под этим видео. Там есть ссылка на мое сообщество, там можете написать вашу дату рождения. Она поучаствует в этой акции. Возможно, если выиграет, я ее разберу как вариант. И мы посмотрим, соответственно, на вот эти цифры вашего дня рождения, что они внесли в вашу жизнь. Итак, давайте посмотрим, Козероги, что происходит у Козерогов. Неделя с 15 по 21 июня. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта короля мечей, карта воздушной стихии, карта воздушного знака Зодиака может действительно давать какое-то общение с таким воздушным знаком Зодиака. Это весы, близнецы или водолеи вместе с верховной жрицей. Здесь также знаете, какое-то рассуждение мудрое, здесь какие-то философские рассуждения ваши касаемо вашей жизни, ваших ситуаций жизненных. И вместе с королем мечей, который сам по себе это очень ответственный, он может говорить о том, что вы стараетесь мудро, разумно подходить к решениям, которые вы здесь принимаете, очень ответственными быть, стараетесь вместе с этой верховной жрицей, тем самым сохранять гармонию, порядок в вашей жизни. Но здесь не только логическое рассуждение есть, но еще и интуиция. То есть прислушаться к себе, к своему внутреннему ощущению перед принятием каких бы то ни было решений или каких-то действий, которые вы выполняете. Возможно, здесь что-то обсуждается касаемо этой верховной жрицы. Это что-то тайное, что-то, что не подлежит всеобщей огласке. Возможно, обсуждается какая-то ваша идея, потому что это все-таки король мечей, это мысль, либо что-то связанное с воздушным знаком обсуждаете. То есть весы, близнецы, водолеи, с ними какие-то диалоги. Может быть, что-то тайное, какой-то разговор тайный, у Козерогов с таким человеком такого знака. Может быть, что-то в принципе связанное с тайной, с секретом и вовлеченностью такого воздушного знака в вашу жизнь. Итак, Козероги, следующая карта у вас это карта двойка жезлов. И двойка жезлов, она идет дальше с тройкой жезлов. То есть вы рассматриваете какой-то вариант, как будто вы сомневаетесь, это решение сделать, этот выбор сделать или это. То есть, соответственно, по двойке жезлов у вас уже есть нечто в вашей жизни, и есть какой-то дополнительный вариант, который вы думаете, принять или нет в свою жизнь, согласиться или нет. Возможно, вы не хотите потерять стабильность, чувство покоя и постоянства, которое у вас есть в жизни, которое дает вам чувство силы и власти. По четверке пентаклей здесь какая-то даже прижимистость, скуповатость. То есть по этой карте вы думаете, как или интересуетесь, как потратить меньше, как выйти из какой-то ситуации минимальными потерями. То есть вы здесь рассматриваете какие-то возможности, думаете, как это лучше сделать. Может быть, вы пытаетесь выгодное предложение какое-то использовать или выгодно что-то купить. То есть вот как выбираете вариант, что выгоднее, какое предложение выгоднее для вас, что даст вам больше, не знаю, больше результата, что ли, Поэтому четверка пентаклей. И дальше тройка жезлов, движение к вашей цели. То есть вижу цель, не вижу препятствий. Желание любой ценой прийти к той вершине, которую вы себе наметили. И вместе с рыцарем мечей это опять-таки может касаться
воздушного знака, то есть весы, близнецы или водолеи, либо вы здесь проявляете энергию этого рыцаря мечей, на всех парах мчитесь, чтобы реализовывать свои задуманные цели по тройке жезлов, идти к этой цели, идти благодаря труду, благодаря вашей настойчивости, благодаря решению по рыцарю мечей, благодаря вот своему упорству, да, решению, храбростью, да, напористостью решать какие-то вопросы, чтобы прийти к тому результату, который вы себе наметили, может быть, финансовому какому-то результату, но к той цели, которая для вас важна, и преодолевать все трудности на своем пути. Карта тройка кубков, карта общения с другими, это прежде всего несколько людей, общение с другими, чтобы о чем-то договориться, может быть, что-то совместно обсуждаете вместе с дьяволом. Здесь есть обсуждение того, что вам хочется чего-то достичь очень важного, того, что сделает вас как будто бы более уверенными в себе, что потешит ваше самолюбие, возможно, так, по дьяволу. То есть какое-то желание ваше, которое будет вознаграждено, или возможность добиться успеха в том, чего вы сильно хотите, чего вы сильно жаждете. Может быть, успех в каких-то делах, если вы прикладываете здесь много усилий, действительно, если вы горите какой-то идеей. Если говорить про отношения, то здесь может речь идти про любовный треугольник. Конечно же, такой вариант тоже не исключен, потому что есть тройка кубков с этим дьяволом, соответственно, хотя дьявол ваша карта, Козероги. И, ну да, она говорит все-таки о том, что вы хотите получить желаемое, заполучить желаемое. И по тройке кубков потом радоваться этому успеху, соответственно. Может быть, даже уже имеете определенные результаты в этот день. Карта смерть, карта трансформации, серьезных изменений, которые есть у вас здесь. И они происходят с вами в пятницу, да, возможно, здесь это что-то происходящее вас разочарует, и по восьмерке кубков вызовет чувство неуверенности с этими изменениями, но это изменения, скорее всего, к лучшему, то есть перемены к лучшему. Нужно смотреть на это, по крайней мере, так, потому что следующая карта у вас хорошая. И да, что-то здесь происходящее может вас расстроить, понимание, что что-то нужно оставить позади, от чего-то уйти, с чем-то попрощаться, закрыть дверь, да, развернуться, а может быть, хлопнуть дверью и уйти. Как будто бы какая-то ситуация вас, ну, расстраивает, да, но вы проходите через это, не падая духом. Следующая карта у вас двойка кубков. Это карта по двойке кубков парных отношений как таковых. Это может быть пара в плане любовных отношений, пара, или там детская карта может говорить про общение с вашим ребенком. То есть это в любом случае какое-то общение как с родственной душой, как с близким вам человеком. Тут принцесса жезлов, которая переходит дальше снова в принцессу жезлов. Возможно, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец. А если про отношения говорить, где, ну даже если нет огненного знака, очень много страсти, огня, вот этого проявление энтузиазма, да, в построении этих отношений, много каких-то смелых, решительных действий касаемо вашего ребенка или вашей второй половинки. То есть вот такие очень порывистые какие-то импульсивные действия. И также они есть и по принцессе жезлов еще и в воскресенье. То есть очень много энтузиазма, много, и тут же рыцарь жезлов снова огня, очень много пылкости, очень много страсти, очень много огненной энергии. Действительно, у кого-то может быть общение с огненным знаком. Лев, овен, стрелец. То есть вы готовы здесь рисковать, вы готовы здесь впадать в какие-то крайности, вы готовы здесь проявлять всю свою энергию, по крайней мере, к чего бы это ни касалось, хоть отношений, хоть какого-то дела, которым вы горите и которое вы любите. Ну, в любом случае, карты очень-очень хорошие. Итак, Козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю с 15 по 21 июня я завершаю. Всем желаю всего самого хорошего, берегите себя. До скорого!